Всем привет! Меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Ваши неизбежные перемены. Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. У вас может проигрываться сейчас ситуация, когда нужно принять какое-то довольно важное решение. Причем это решение может касаться абсолютно любой сферы. Это может быть и личная жизнь, и работа, финансы, здоровье, все что угодно. В конце концов, это может быть, да, у кого-то, допустим, делать операцию, не делать, переходить на другую работу, не переходить. У кого-то может стоять вопрос разводиться, не разводиться, да, вот если вы, допустим, сейчас живете в отношениях. То есть здесь, причем вы будете принимать довольно такое судьбоносное решение. Я бы вам советовала, вот у кого проигрывается этот момент, что вы стоите вот именно на распутье перед выбором. Вам нужно очень хорошенько подумать, плюс подключить свою интуицию. Она у вас довольно сильно развита. У вас вообще могут быть даже, опять же, у вас в который раз проигрывается, что могут быть магические способности, причем одни у вас передаются, кстати, по родовой линии. Если вы не знаете, может быть и знаете, у кого как, напишите в комментариях, знаете вы об этом или нет. У вас есть способности, но вы по какой-то причине их либо не хотите, либо боитесь, может быть, развивать, не знаете, как развивать. Но, тем не менее, вот у вас тяга есть к эзотерике, это однозначно. Даже расклады Таро, кстати, вы, возможно, смотрите вот именно с какими-то поучительными мотивами, да, вы их, может быть, не просто так смотрите, а вы чему-то учитесь, да, вот как читаются карты, как читаются арканы те самые, да, ну, то есть у вас тяга, но, опять же, никаких таких активных действий для того, чтобы развить эти способности, вы не делаете. Вы человек очень веселый. Вы веселый до такой степени, что, знаете, вот окружающие, они с удовольствием с вами общаются. Когда вы находитесь в компании, ну вы душа компании, вы можете анекдоты рассказать и какие-то шутки-прибаутки. То есть обычно внимание все приковано к вам. Вы не будете сидеть молча и слушать других. Вы всегда умеете поддержать разговор. Вы найдете какую историю своей жизни, либо же что-то услышанное рассказать. Это однозначно. Причем, смотрите, вам даже женщины нравятся тоже такие вот веселые, активные, да. Причем женщины, с которыми можно вот именно подурачиться, с которыми можно быть самим собой. Вы тянетесь именно к таким женщинам, которые, ну пусть они будут попроще, да, такие более домашние. Она не будет королевишной какой-то там, куклой Барби, да. Но, тем не менее, вот у вас тяга к таким. Я не говорю, что это серая мышка, должна быть, нет. Но именно вот чувство юмора, без которого никуда, активность, страстные женщины также вам нравятся. Ну, то есть такие женщины-зажигалки, с которыми можно и хочется зажигать. Так, далее. Кстати, вы очень верите в судьбу. И даже может быть такой момент, что вы считаете, ну, как судьба решит, так и будет, да? Вот вообще, чего бы это ни касалось, вот если так случилось, значит, это суждено. Вот такой вот вы, ну, фаталист или как называть вас, да, как угодно называйте, вот именно вы верите в судьбу. Случилось, значит, так надо было. В вашей жизни, смотрите, может проигрываться вот особенно у тех, у кого есть какое-то, ну, свое дело, бизнес, может быть, у вас очень большая конкуренция. Сейчас я именно к вам обращаюсь. Будьте очень осторожны, потому что, ну, здесь реально будет конкуренция, это будет такая вот борьба своего рода. Ну, в принципе, она и сейчас может быть, но только это может быть борьба втихую, чтобы не было никаких вот подножек вам, будьте осторожны. Ну, хотя, я думаю, особо вас этим не напугаешь, потому что вы вообще победитель по жизни. Вы победитель, знаете, вот даже
когда вас судьба ставит на колени, так скажем, да, вот какие-то тяжелые ситуации, вы встанете, отряхнетесь и пойдете дальше. Вы не будете пускать слюни, сопли, вы не будете там особо страдать, кусать локти. Нет, вы довольно сильный в этом плане, да, вот морально. Хотя периодами, ну, конечно, у вас были такие периоды, когда ночами в одиночку хотелось волком выть на луну. Это было тоже. Но опять же, это ваша такая глубокая-глубокая тайна, которую я сейчас вижу. Потому что вот опять вы выпали императором, да? Император, ну, он, естественно, он сильный мужчина, он ведет за собой, да? Это мужчина, ну, за которым можно быть реально как за каменной стеной. У вас присутствуют также нотки бережливости. Я не могу сказать, что вы очень сильно так, ну, трынькаете, транжирите деньги. Нет. Скорее, вы очень такой осторожный подход имеете к деньгам, потому что деньги, ну, у кого-то это может быть, что тяжело давались. Это может идти от воспитания, да, может быть, у родителей был не очень большой достаток, вот из детства вы научились ценить каждую копейку. Ну, то есть здесь по-разному будет проигрываться, поэтому вы помимо того, что сами очень так к деньгам бережливо относитесь, хотя у вас деньги есть, я не скажу, что у вас есть какая-то финансовая проблема, нет, у вас деньги есть, но вы к ним бережно относитесь и терпеть не можете таких вот корыстных, да, вот женщин, которые могут посягнуть на какое-то вот ваше добро. Вот именно это вас в женщинах и отталкивает. Итак, давайте будем смотреть, как всегда, по блокам, наверное, да? Какие же неизбежные перемены вам подкинет судьба? Сначала мы посмотрим с вами работа, финансы, да? Потом посмотрим здоровье. И в конце на закуску посмотрим любовь, морковь. Что же вас ждет в личной жизни? Итак, смотрим. Работа. У кого будут какие перемены по работе? Смотрите, здесь проигрывается ситуация. У кого, еще раз повторяю, у кого есть особенно свое дело, да, кто твердо стоит на ногах вот в бизнесе, да, вот какие-то такие моменты свои. Здесь очень хороший такой период будет. Вы можете и дальше развивать свое дело. У вас будет довольно прибыльный период. Хотя я вам скажу, чуть попозже могут быть скачки по доходам. Пусть это вас не пугает, это будет очень временный момент. Это будет, ну, еще и борьба, вот конкуренция, да, вот могут конкуренты как-то вот перебивать, вам немножко палки в колеса ставить. В любом случае вы выйдете победителем, потому что, ну, вы все вот эти подводные камни вы знаете, как лавировать, вы знаете, как выйти из какой, ну, из любой конкуренции, ну, то есть у вас навыки такие есть. Поэтому пусть это вас не пугает. Далее, может у некоторых из вас, особенно у кого стоит на кону, может быть закрытие предприятия, да, у кого есть мысли перейти на другую работу, да, у кого есть мысли уйти или остаться, то есть есть некие сомнения. Я бы пока не торопилась менять работу. Вот именно вам я бы пока не советовала. Подождите какой-то период, потому что, ну, в ближайшее время будет, ну, неблагоприятный период для перемены работы. Чуть попозже, да, но опять же, это очень относительно, сроки Таро, это очень относительные сроки, поэтому я их не называю, потому что это плюс-минус всегда. Чуть попозже, да, можно будет задуматься о перемене работы, но опять же, нужно будет сначала то ли прощупать вакансии, да, вот как-то, может быть, по знакомых, там, я не знаю, по объявлениям, как угодно, но чтобы вы были уверены, что вы уходите не в никуда, не дома сидеть, да, без денег, а именно на какую-то работу, где уже, может быть, вы собеседование можете и работать, и пройти собеседование так тихонечко, да, чтобы работодатель не знал, втихаря пройти собеседование
И вы будете знать, что вы вот сегодня я на одной работе работаю, завтра я ухожу и сразу начинаю работать на другой. Вот в таком случае будет довольно неплохо. Но опять же, вы ждите время. Это будет не первые там, дни, может быть, даже ну, 2-3 недельки, может быть, подождите. Потому что если вы сейчас уйдете, здесь могут быть проблемы, здесь может быть реально безработица, здесь может быть безденежье. Поэтому не торопитесь. Так, ну смотрим хорошо. Финансы. В принципе, работа, финансы не очень связаны, да. Я не вижу, к счастью, я не вижу у вас финансовых проблем. Я не вижу, что вы не справитесь с какими-то даже малейшими, да, вот если даже у кого-то будут небольшие урезания зарплат, да, потому что, ну, все моменты я не могу оговорить. Опять же, вас тысячи, я одна. Смотрите, даже если будут у некоторых из вас моменты урезания зарплаты, все равно у вас всегда есть запасные, так скажем, на всякий случай денежки, да, вам денег хватит в любом случае. Либо же вы найдете подработку, ну, то есть вы выкрутитесь из любой ситуации. Хотя те из вас, кто будут переходить на другую работу, у вас, кстати, может быть даже туда в дальнейшем, ну, какой-то то ли это карьерный рост, то ли это будет зарплата выше, чем сейчас у вас. Но опять же, вы ждите время, не торопите события. По финансам абсолютно я не вижу таких кризисов серьезных, вообще не вижу ни у кого, поэтому не переживайте. Далее смотрим по здоровью. Что же вас ждет по здоровью? Ну, снова, смотрите, вот, по-моему, вот недавно я смотрела, да, вот в одном из раскладов на будущее, выпадала уже подобная ситуация, обратить внимание на нервно-психическое здоровье. Это бессонницы, это неврозы, это могут быть какие-то, ну, вспышки гнева, да, вот и вспыльчивость. Ну, то есть, когда шалят нервишки, когда вы чувствуете, особенно вот те, у кого, ну, свежие душевные раны, да, назовем так. Когда вы чувствуете, что еще немножко и все, и крыша уедет. Покажите специалистам, потому что могут быть, ну, реально еще большие проблемы именно вот с психикой, с нервами. Может начаться затяжная депрессия. А затяжная депрессия – это уже, ну, может быть стационар, это уже больница. Поэтому, ребятушки, не пускайте все на самотек. Я сейчас говорю о тех, у кого есть такой момент. Итак, значит, нервно-психические проблемы, так? Далее, зрение. Бережем зрение, потому что особенно это касается тех, кто, может быть, много читает, вот с документацией, кто много связан, да даже на компьютере, да, вот сейчас довольно модно вот в гаджетах, да, вот на компьютерах, телефонах, когда много читаешь, там для себя, либо же по работе, как угодно, зрение напрягается, перенапрягается, тем более, если, допустим, плохое освещение, либо же близко держишь глазам там тот же телефон, зрение может падать, берегите глазки, так скажем. Далее, мне не нравятся ваши ноги и поясница не нравятся, особенно это касается тех, кто связан с тяжелой работой. Это касается каких-то вот больших нагрузок именно на ноги, потому что варикоз может обостриться, и может обостриться реальные вот боли в пояснице. Поэтому, ребята, большие тяжести не таскайте, дабы потом не лечить ничего. Так, что еще по здоровью? Мочеполовая система. Очень осторожно, особенно я сейчас обращаюсь к тем, кто очень любит разнообразие в женщинах, кто не одевает резиновые средства предохранения. Но будьте осторожны, дабы не подцепить никакие букеты, да, вот от девушки, которую люблю, как в песне, да, Барыкина. Поэтому здесь берегите ваши жезлы. Плюс еще такой момент, да, вот, ну, опять же, да, все люди взрослые, поэтому говорю прямо. У мужчин, да, вот так устроена мочеполовая система, что вы, ну,
можете в туалет сходить где-то там, ну, под кустик, под дерево, да. Ну, в принципе, будьте осторожны в этом плане, потому что если где-то вот вы станете на сквознячке, либо же там на холодном ветре, да, вот вы понимаете, то может воспалиться вот как раз вот ваша мочеполовая система. Именно банальный сквозняк может привести вот к каким-то таким вот последствиям, что потом придется, знаете, как это бывает, рези начинаются, да, вот боли разные, там, либо же выделения из ваших жезлов. Ну, простите, говорю как есть, это все, ну, как бы такие моменты житейские. Я все очень деликатно говорю, поэтому хочу вас предостеречь. Но особенно от букетов. Любители вот таких вот романчиков, будьте очень осторожны, чтобы ваша так называемая девочка на один раз, да, или на два раза, чтобы она вас не наградила, чтобы потом не пришлось очень тяжелыми лекарствами лечиться. Итак, далее. Смотрим, вишенка на торте. Что же будет у вас с личной жизнью, да? Что же будет? Смотрите, вашу жизнь, ну я сейчас беру серьезные отношения. Вот эти вот беспорядочные связи у кого есть, они есть, да, вот я это вижу не только по Таро, я это читаю и в ваших комментариях тоже. Поэтому я знаю, что у некоторых из вас есть. Романы у вас будут и дальше. У любителей романов они продолжатся. В принципе, ничего особо не поменяется. Вот единственное, если, не дай бог, что-то подцепите, вот тогда вам придется немножечко так попридержать коней и лечиться. Вот тогда да. А так, в принципе, если вы будете осторожны, то все хорошо, романчики так и продлятся. Теперь же любители серьезных отношений. В вашу жизнь придет женщина, причем это будет женщина, она сразу вам покажется, ну, такой холодноватой. Может быть, какой-то вот более такой сдержанный эмоционально, да, вот это будет вас очень удивлять, потому что вам очень хочется любви, тепла, вот женского, вот этих всех, знаете, обнимашек, целовашек, потому что вы соскучились за женской лаской. Эта женщина будет, ну, такая она сдержанная, я не могу сказать, что она прям такая плохая, нет, но просто она вот не показывает свои какие-то вот эти сюси-пуси, она не будет особо показывать свои чувства. Такие женщины, они обычно делом показывают. Вот она может как-то вот заботиться, она может какие-то поступки совершать, которые тоже, в принципе, покоряют. Но, тем не менее, вас это поначалу поднапряжет. Хотя со временем вы привыкнете. Эта женщина будет, ну, такая среднего возраста, женщина очень уверенная в себе, очень хорошо стоящая на ногах. Это женщина, которая, ну, довольно колкая на язык. Она не будет молчать, если ей что-то не понравится. Она всегда скажет, чего она хочет. В принципе, кстати, это очень хорошо. Это хорошо, когда человек прямо вам говорит, что вот это я хочу, а это я не хочу, да, потому что это нормально. И я всегда всех призываю, вы тоже проговаривайте, что вам нравится, что не нравится, чтобы избежать каких-то непоняток. Поэтому вот такая она, но она прямолинейная. Вот как раз прямолинейность, это очень четко ее описывает. Но несмотря на свою холодность, она, в принципе, она веселая. Вот пусть это по-своему, да, пусть это не будет с какой-то такой душевностью, теплотой, но с ней можно, в принципе, повеселиться, подурачиться. Она не будет претендовать на деньги. Но вот единственное, да, вот у вас будет сомнение, что а вдруг она охотница за деньгами. Нет, она не охотница абсолютно. Поэтому у вас будут такие качели, сомнения поначалу. Плюс, смотрите, будет такой момент, что вы будете, ну, как бы общаться с той, ну, с вот этой вот женщиной, которая я только что говорила, когда на вашем горизонте появится другая женщина. Она будет более интересная, она будет, ну, она даже внешне будет, фигурой, может быть, интереснее, чем вот эта вот такая холодноватая. Эта женщина, она настолько будет вот как-то даже энергетически вас притягивать, вы настолько, ну, влюбитесь, я думаю, в нее,
что вы сами будете с удовольствием и подарки дарить, вы будете ухаживать, обхаживать, вы будете вот ее именно, знаете, вот как павлин, который хвост распускает, ну, чтобы так покрасоваться, да, чтобы завлечь, обратить на меня внимание. Вот вы будете перед ней. А она уже, конечно, будет держать марку. Эта женщина тоже непростая, но к этой вы будете больше тянуться. Она не такая жесткая, она не такая холодная, хотя она тоже цену себе знает, в принципе. Сейчас, кстати, довольно многие женщины знают себе цену, если вы заметили, да, но это единицы, наверное, там какие-то совсем уж мышки-замухрышки, которые могут еще так более-менее, да. А так, в принципе, довольно такие гонористые дамы. Вот со второй женщиной, смотрите, у вас будет очень страстный интим. Причем это будет такой, знаете, как же это назвать? Даже не знаю, какое слово подобрать. Ну, какой-то, то ли это, ну, знаете, это интим по общему темпераменту. Это такой будет общий темперамент у вас, да? Вот вы настолько сойдетесь в темпераменте, настолько... Вот хорошо и классно вам будет даже в этом деле вот с ней. То есть я склоняю, что все-таки вот из этих двух женщин, скорее всего, вы выберете вот эту вторую. Она и в постели лучше, она и внешне лучше, она и не такая холодная. Хотя, опять же, у вас у всех разные предпочтения. Кто-то, может быть, выберет ту первую, о которой я говорила. Поэтому смотрите. Единственный еще момент, который вот не покидает очень часто из расклада в расклад, не покидает вот ваши сомнения, да. Ну, это не без накручиваний, конечно же. Это ваши мысли, ваши подозрения, ваши сомнения, но они из расклада в расклад переходят и никуда не деваются. Ну, потому что, опять же, повторяю, для тех, кто не слышал, что это нормально. Если вас предали, это нормально, что какой-то период вы будете сомневаться в других женщинах. Другое дело, если это уже в патологию переходит, когда тотальное недоверие ко всем, тогда уже нужно, конечно, к специалистам обращаться. Но я думаю, вы справитесь, поэтому у вас, смотрите, у вас потрясающие женщины падают, да, вот на любой вкус. Их более холодная и более теплая, да. Выбирай, не хочу. Один вы не будете, это 100%. Кстати, даже бывшая может с примирением подлезть, но это уже совсем другая история. Вы ее, я думаю, не примете, потому что, ну, слишком много боли было причинено. Поэтому бывшая отправится во свояси, а вы останетесь уже с новой женщиной, с новой историей любви и с новым вашим счастьем. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!